Американские военные готовятся к затяжной, на несколько недель, кампании против Ирана в случае, если соответствующий приказ отдаст Дональд Трамп. По данным источников, в Вашингтоне исходят из того, что ситуация может перерасти в более масштабный и серьезный конфликт, чем предполагалось ранее, поэтому текущая подготовка носит расширенный и многоуровневый характер. В регион уже перебрасываются дополнительные силы, включая авианосные ударные группы, истребители, эсминцы с управляемыми ракетами и тысячи военнослужащих. Допускается, что в случае затягивания операции удары могут быть нанесены не только по объектам, связанным с ядерной программой, но и по государственной, военной и силовой инфраструктуре Ирана. Согласно информации, на которую ссылается Reuters, США рассматривают сценарий многонедельной военной операции, при этом в Вашингтоне осознают риск расширения конфликта. В рамках этой логики обсуждается не только военный, но и экономический компонент давления. Сообщается, что Трамп и Биньямин Нетаньяху договорились об усилении давления на Тегеран, а одной из ключевых мер может стать ограничение продажи иранской подсанкционной нефти в Китай. Фактически речь идет о возможности морской блокады Ирана, способной нанести критический удар по экономике страны. На этом фоне Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social фотографию крупнейшего американского авианосца, не сопроводив ее какими-либо комментариями. Отсутствие пояснений было воспринято как демонстративный сигнал на фоне продолжающейся переброски сил в регион и усиления военно-морского присутствия США на Ближнем Востоке. В экспертной среде высказывается предположение, что возможная блокада Ирана может реализовываться по венесуэльскому сценарию с демонстративными операциями на море, перехватами танкеров, элементами силового давления и параллельным сохранением переговорного процесса. Такая модель позволяет сторонам избегать формального признания себя агрессором и одновременно усиливать давление. Для США задача представить себя пострадавшей стороной сложна, но не исключена. В случае, если иранская сторона будет спровоцирована на атаку блокадного флота, Вашингтон сможет представить дальнейшие действия как вынужденный ответ. Если же Иран станет уклоняться от прямых боевых столкновений, Запад все равно окажется в выигрыше за счет удушающего эффекта блокады для иранской экономики. В Тегеране, судя по всему, осознают направление развития событий и могут попытаться воспрепятствовать реализации блокады. Однако остается неясным, какими средствами это возможно сделать в условиях, когда США уже насытили прилегающие воды своим военно-морским присутствием. Предположительно, активная фаза операции может начаться после выхода на позиции в регионе уже третьей ударной авианосной группы во главе с USS Gerald R. Ford. В информационном пространстве активно обсуждается, что Трамп уже дал распоряжение о перебазировании этого атомного авианосца на иранское направление. После новой передислокации его возвращение на базу откладывается на неопределенный срок, который и без того обещает быть затяжным. По предварительным данным, авианосец и корабли сопровождения могут прибыть на Ближний Восток через 3-4 недели. Этот временной промежуток рассматривается как срок, который Трамп отводит на попытку заключения сделки с Ираном. По тем же расчетам и утечкам, если ориентироваться на обозначенные сроки, через 3-4 недели в акватории Персидского залива одновременно могут находиться сразу 3 атомных авианосца США. Подобная концентрация авианосных ударных групп для региона является исключительной и сама по себе рассматривается как мощный военно-политический сигнал. Если верить этим данным, речь идет уже не о демонстративном присутствии, а о создании условий для длительного давления, как военного, так и психологического, с возможностью быстрого перехода от дипломатии к силовому сценарию. Ранее Трамп уже направил к берегам Ирана еще одну атомную авианосную группу во главе с USS George H.W. Bush.
Комментируя это решение, он заявил, что США отправили очень большую авианосную группу и выразил надежду на возможность заключить сделку. А первый авианосец, прибывший на этом напряженном фоне в Персидский залив, это USS Abraham Lincoln. Таким образом, уже к концу февраля или началу марта в этих водах одновременно могут находиться сразу 3 американских атомных авианосца. По словам Трампа, с Ираном было трудно договориться, и он считал, что соглашение удастся достичь ранее, однако этого не произошло. Трамп также напомнил о применении силы в прошлом, упомянув операцию, которую он назвал «полуночным молотом», и подчеркнул, что США не намерены допустить сохранения у Ирана возможности обогащать уран. «Мы не хотим никакого обогащения», — заявил он. Иранские СМИ, в свою очередь, сообщают, что Тегеран отверг американское предложение. Согласно его условиям, Иран должен был полностью прекратить обогащение урана на срок от 3 до 5 лет, а затем возобновить его лишь на уровне до 1,5%. Дополнительно предлагалась передача 400 килограммов урана, обогащенного до 60%. При этом США не брали на себя обязательств по снятию санкций, ограничиваясь лишь обещанием воздержаться от военного удара по Ирану, что в Тегеране было воспринято как односторонний и неравноправный подход. На фоне продолжающихся контактов с Вашингтоном внутри Ирана активно обсуждается внезапный визит Нетаньяху в Белый дом, состоявшийся всего через несколько дней после ирано-американских переговоров в Омане. В иранских политических и экспертных кругах сформировались 3 основные интерпретации этого визита. Первая сводится к версии о разногласиях, при которой Нетаньяху мог попытаться сорвать переговоры или ужесточить их условия, включая вопросы ракетной программы и поддержки региональных союзников Ирана, тогда как Трамп дал понять, что намерен продолжать диалог. Вторая трактовка предполагает согласованное ужесточение линии, при котором переговоры продолжаются, но на условиях более жестких, чем рамки совместный всеобъемлющий план действий, включая требования по ракетному вооружению. Третья интерпретация рассматривает дипломатию как прикрытие, позволяющее выиграть время на фоне активных военных приготовлений. При всех этих подходах для иранского истеблишмента остается неизменным один принципиальный момент. Ракетная программа рассматривается как «красная линия». После прошлогоднего обострения с Израилем она позиционируется в Иране как основа сдерживания и ключевой элемент национального выживания. Любые требования о ее демонтаже воспринимаются не как предмет переговоров, а как ультимативное требование разоружения. Отметим, что переговоры между США и Ираном продолжаются. Следующий раунд, по данным Reuters, запланирован на 17 февраля текущего года. Аналитики отмечают, что этот раунд может стать ключевым и потенциально последним перед возможным обострением конфликта. Параллельно в иранском военном руководстве, по имеющейся информации, сформировался консенсус о необходимости нанести потери американской стороне в случае эскалации, поскольку причинение ущерба войскам США рассматривается как способ формирования убедительного фактора сдерживания. На данный момент доминирующая оценка в Тегеране заключается в том, что Трамп по-прежнему предпочел бы заключить сделку, которую можно представить как более крупную и более сильную, используя военные сигналы и наращивание сил в регионе в качестве инструмента давления. Ключевой вопрос заключается в том, приведет ли это давление к реальному компромиссу или же станет прологом к более широкому и продолжительному противостоянию. Пишите ваше мнение в комментариях и следите за нами, чтобы быть в курсе самых важных и актуальных новостей мира и Ближнего Востока.